Привет! Друзья, я несколько удивлен. Дело в том, что оказалась очень востребованной инструкция по установке и настройке компаса FixPoint. Ну, надо так надо. Давайте разделим инструкцию на две основных части. В первой мы поговорим о том, как правильно устанавливать компас в лодку, что необходимо учесть, какие имеются нюансы, а во второй рассмотрим все варианты настроек. Итак, начнем с установки в лодку. ПВХ, алюминьку, деревянную или пластиковую, тип судна по большому счету значения не имеет. А чтобы от хейтеров летело поменьше брызг, давайте спросим об этом всем у тех, кто занимается этим профессионально. Например, в лодочном сервисе Руботс. Здоров, Руботс! Как дела, парни? Что нового? Привет, дядя Вов. Очередная лодка у нас работает. Орионбот? Да, 46 тысяч про. Андрюх, я к тебе приехал с просьбой. Хочу, чтобы показали именно профессионалы, как устанавливать электронный компас в лодке, какие требования и что нужно знать при этом. Кстати, тебе привез FixPoint. Не знаю, кто это. Такой? Блин, и у тебя уже есть. Где брали? Александр Ховрина. Ну, блин, понятное дело. Дядя Вов, значит, смотри, принцип-то какой? Для того, чтобы правильно установить компас, есть несколько нюансов, которые нужно соблюсти. Первое, это использовать, ну вот мы, по крайней мере, используем, да, может быть, там есть какие-то более дорогие там вещи, да, там специализированные. Мы используем обычно магнитный компас. С помощью него мы, соответственно, ходим по лодке и определяем место для установки самого компаса, электронного уже компаса GPS. В этом есть какие-то нюансы? Есть, конечно. Перед тем, как начать установку, мы, соответственно, выполняем несколько требований. Первое – это установка двигателя. Раз. Установка основных приборов, которые будут жить на лодке. Ну, то есть, там, горн, предположим, там, стеклоочиститель, тот же самый эхолот, в конце концов. Зарядное устройство, АКБ. Все, что будет стоять на лодке, все, что может давать наводку, соответственно, мы сначала устанавливаем. И уже после того, как все запустили в тестовом режиме, мы, соответственно, берем вот этот девайс и начинаем гулять по лодке. То есть вы к лодке подкатываете в том числе и стенд, запускаете маршевый мотор. Конечно, конечно. И газуете, проверяете. Да, да. Ага. А если люди там, скажем, в гараже сами лодку собирают, им, наверное, проще это сделать уже будет на воде непосредственно. Ну, по факту, да, но, конечно, нужно, ну, прежде чем, да, что-то там сверлить, естественно, лучше выйти на воду, соответственно, запустить все свои приборы, все девайсы и уже, грубо говоря, походить с этим компасом, поискать место, где расположено, ну, наиболее удобное, да, и правильное место, где будет расположено. То есть меньше всего электромагнитных помех. С этим понятно. Ну, потому что смотри, какая ситуация. Вот, допустим, я тебе сейчас просто на примере Ориона расскажу. Есть, вот, предположим, да, у Ориона есть такой, ну, то есть левый борт. Если мы сейчас бездумно установим сюда компас, уже, да, то есть электронный компас, я имею в виду, здесь два нюанса именно в этой лодке. Во-первых, лодка пришла клиенту уже с установленными швартовыми утками из нержавейки. Нержавейка бывает плохого качества, она тоже может магнититься. Соответственно, подносим и смотрим, есть изменения или нет. Могут быть метизы тоже. То есть, допустим, швартовая утка, она из хорошего качества, а метиз, ну, шляпа. Поэтому тоже могут давать навод. То есть необходимо обращать внимание на качество крепежа. Конечно, обязательно. Следующий момент. Устанавливаем в основном мы компас вот в этом месте. Ну, он оптимальный для установки, потому что он все-таки находится немножко вдали от приборов, ну, то есть от освещения, потому что там внутри еще находится прикуриватель. Все-таки наводку дает. Но есть нюансы, которые, ну, не позволяют его сюда поставить. На дверце, ну, по крайней мере, на примере Ориона, устанавливают сюда неодимовый магнит. Точно, кстати. Я раньше как-то об этом и не подумал. Вот я бы устанавливал, не догадался бы проверить. Получается, ключевым аспектом является то, что компас устанавливается в лодке в последнюю очередь. Ну, практически, да. После установки всех основных приборов, которые могут давать, ну, теоретически могут давать наводку. В общем и в целом, я надеюсь, ребята вам все объяснили, вам стало понятно. Вот, посмотрите, я такой мини-Руслан. Ну, поехали домой. И все равно скажу, что мы тоже продались Ховрина, что он нам заплачивает.
Итак, важнейший нюанс размещения компаса на лодке заключается в том, чтобы найти место, в котором наименьшее количество электромагнитных помех от приборов, кабелей проводки, лодочного мотора, ну и так далее, и подальше от крепежа и элементов конструкций, выполненных из ферромагнитных материалов. Но и после того, как подходящее место найдено, не стоит расслабляться. Один мой приятель пожаловался на то, что у него сбоит компас Stendicast от Garmin, размещенный под банкой в лодке ПВХ, буквально рядом с местом кормчего. Я заглянул к нему в лодку с магнитным компасом, посмотрел, погазовал моторчиком, вроде бы все великолепно. А по итогу оказалось, что он хранил мобильник в заднем кармане штанов. То есть старайтесь следить за тем, чтобы предметы, которые могут повлиять на стабильную работу компаса, располагались как можно дальше. Итак, с общими положениями, которые, собственно, подходят для всех компасов, всех производителей и моделей, разобрались. Разве что напомню, у фикспойнта имеется преимущество в установке. Скажем, если речь идет о Point 1 от Lowrance, то у последнего значительно меньше вариантов размещения на лодке, так как рыболовам желательно разместить компас как можно ближе к датчику эхолота, чтобы получить как можно более точную картину структуры дна и более точное позиционирование объектов под поверхностью воды. В то время как фикспойнт можно разместить практически в любое место на судне, хоть на носу, и после программно скорректировать расположение компаса относительно датчика. Но к этому мы еще вернемся. Вот. Чуть не упустил важный момент. Для меня это настолько очевидно, и поэтому начинаешь упускать из вида то, что новичкам не так, чтобы и понятно. На корпусе компаса имеется стрелочка направления, и при монтаже необходимо направить стрелочку строго параллельно оси судна. Это в разы повысит точность. Конечно, эти отклонения можно скорректировать и программно. И в большинстве случаев при калибровке этот момент учтет автоматика, но куда надежней сразу все установить правильно и максимально аккуратно. Еще не бойтесь устанавливать компас фикспойнт под наклоном на негоризонтальных поверхностях. Компас автоматически отрегулирует наклон и исправит все показания. Кстати, компас фикспойнт не только с GPS-приемником и не только с 9-осевым датчиком положения, но и с софтом, учитывающее размещение под любым углом. Поясню, 3 оси на компасе, 3 оси на гироскопе и 3 оси на акселерометре, так же как у Precision 9. Но у последнего отсутствует приемник GPS и коррекция расположения на судне относительно датчика эхолота. Это дает возможность разместить компас фикспойнт практически под любым углом и в любом положении. И софт компаса после калибровки откорректирует все данные. Но повторюсь, все же я для себя выбрал метод наиболее точной установки, чтобы с настройками по умолчанию, а также в случае, если слетят настройки или после обновления прошивки, компас сразу давал приемлемый результат еще до калибровки. Еще нюансы по подключению фикспойнта. На данный момент фикспойнт выпускается в 2 моделях. С GPS-приемником подходит для всех эхолотов с сетью NMEA 2000. И более доступная модель фикспойнт 360 для работы исключительно с эхолотами Lowrance, и к этому мы еще вернемся. Но каждая из этих моделей имеет дополнительную версию PVH Lite. Вот у меня в руках как раз такая. Это означает, что в компас уже встроен кабель прямого подключения с терминатором сети и имеется шнур питания компаса. То есть тем, у кого нет необходимости создавать в лодке сеть NMEA 2000, могут практически сходу пользоваться прибором. Просто подключается кабель в эхолот напрямую, подается питание на компас, и ваш комплект готов к работе. Теперь поговорим о случаях, когда на судне уже организована сеть или планируется ее установка.
Для тех, кто не в теме, я поясню. Как правило, сеть состоит из вот таких последовательно соединенных Т-коннекторов, обеспечивающих параллельное включение приборов, работающих в сети NMIA 2000. И вот как раз в эти разъемы подключаются периферийные устройства. Начало и конец сети заглушаются так называемыми терминаторами, которые по факту являются резисторами номиналом 120 Ом, дающие в совокупности 60 Ом. Данное сопротивление проводника необходимо для согласования сигналов приборов сети. Существует два вида подачи питания на сеть. Первый – классический. Вот такой отрезок проводника с разъемом папа подключается непосредственно в Т-коннектор наряду с другими приборами. Второй вид подачи питания – так называемый баджа. Нередко идет в комплекте с устройствами от Навика. Основное отличие от классического заключается в том, что баджа имеет разъем мама и встроенное сопротивление 120 Ом. Включается в сеть вместо одного из терминаторов с разъемом мама. И помимо прочего экономит вам один Т-коннектор. Если вы являетесь владельцем базовой версии компаса, то подключаете в сеть кабель как простое устройство коннектором папа, и у вас все по красоте. Но если у вас на руках версия PVH Lite, то так как у данной версии кабель прямого подключения с разъемом мама и встроенный резистор на 120 Ом, в случае с классическим подключением необходимо включать в компас вместо терминатора с разъемом мама. При этом питание компаса через шнур, собственно, самого компаса, не задействуется. Компас будет запитываться непосредственно от сети. А вот в случае с сетью баджа подключаем компас вместо кабеля сети. При этом питание сети NMIA 2000 будет осуществляться непосредственно через компас. Ну или вам придется дополнительно приобрести вот такой переходник. Его можно изготовить и самостоятельно. Вот у меня такой самодельный, сделал его для проведения тестов и испытаний. Как говорится, пусть будет на всякий случай. Хочу добавить еще пару слов о питании сети NMIA 2000. Так, не нужно мне тут закатывать глаза. Оказалось, далеко не всем понятно. В первую очередь, хочу обратить ваше внимание на то, что если кабель питания сети, или как в данном случае питание компаса, через которое осуществляется питание сети, вы подключаете напрямую к аккумуляторной батарее, пусть даже через предохранитель, что вообще-то желательно, то вас ожидает сюрприз. Вы заглушаете мотор, выключаете эхолот, а приборы в сети NMIA 2000 будут продолжать работать и сосать аккумулятор. У многих эхолотов имеется вывод даты подключения. Вот, например, кабель питания эхолота Lowrance HDS. Желтая жила необходима для того, чтобы периферийные устройства знали о том, что эхолот включен, и тоже включились. В идеале необходимо установить реле, которое будет включать питание на сеть по команде желтой жилы. Но также не помешает и контрольная кнопка, прерывающая питание сети NMIA 2000, на случай, если понадобится перезагрузить устройство в сети. В общем, если вы ничего не поняли, значит вам этого и не нужно. Озвучьте сказанное мною электрику, он все поймет и все сделает. В крайнем случае установите тумблер включения сети. Но при этом вы периодически будете забывать отключать подачу питания, и батарея проживет значительно меньше, чем вам бы этого хотелось. Итак, вы установили компас в правильном месте на вашем судне. Правильно подключили питание. Теперь научимся подключать компас непосредственно к эхолоту. Мы сейчас находимся в каменном мешке человейника, и чтобы поймать спутники, нам пришлось вынести за окна балкона на импровизированной мачте сам компас. И, кстати, компасы и эхолоты для съемки этого материала предоставлены магазином Александр Ховрина. Ссылку на магазин найдете в описании. Настоятельно рекомендую. А для подписчиков нашего канала действует скидка, поэтому не забываем подписываться. Хочу добавить, что при первом включении время ожидания позиционирования может быть затянутым. Но в дальнейшем такие задержки уже не будут происходить.
Начнем с Лоуренса. Включаем эхолот, подаем питание на сеть или на компас, как в нашем случае с версией прямого подключения. Заходим в настройки сети, производим автоконфигурирование сети, идем в источники данных, видим, что автоматически выбран фикс-пойнт, но можно его выбрать и в принудительном порядке. Проверяем, как подключились акселерометры и гироскоп. Как правило, автоматически выставляется фикс-пойнт. Отлично. Хорошо, теперь подключаем к эхолоту Garmin UHD 2, интерфейс второго поколения. Настройка, система, спутниковая система позиционирования, источник, выбираем фикс-пойнт, остальное устанавливается автоматически. Теперь Garmin с интерфейсом первого поколения. Настройка, система, спутниковая система позиционирования, источник, выбираем фикс-пойнт, остальное установится автоматически. И Raymarine. Кстати, этот прибор для съемок предоставил лодочный сервис Rubots. Огромное им спасибо. У Raymarine элемент разъем сети NMIA 2000 расположен не на корпусе эхолота по классике, а выведен вместе с кабелем питания. Идем в настройки. Этот дисплей, источник данных GPS. Видим активированный фикс-пойнт. Можно переподключить на ручной выбор. Идем в курс. Наблюдаем фикс-пойнт. Можно сделать принудительным ручной выбор. Надеюсь, теперь вы сможете подключать компас к сети эхолота самостоятельно. Переходим к настройкам. Для этого нам понадобится любое устройство, на котором имеется Wi-Fi сеть и браузер. Мобильный телефон, ноутбук, автомобильная магнитола, да хоть телевизор. Почему я тащусь от этого метода? Да потому что вам не придется искать и устанавливать какое-либо приложение. Нет никаких привязок к операционным системам, отсутствуют проблемы совместимости и прочие ограничения. Необходимо запомнить, что после подачи электропитания на компас у него включается модуль Wi-Fi. И по умолчанию Wi-Fi будет работать лишь первые 15 минут. В дальнейшем это можно изменить в настройках, выставив необходимое время работы или сделать работу Wi-Fi модуля постоянной. Отключается Wi-Fi через определенное время с целью снижения расходов энергии на АКБ-системы и чтобы исключить гипотетические наводки на различные устройства, например, на радар, если он у вас установлен. Сам же Wi-Fi необходим для связи с устройством, с которого будет производиться настройка компаса. Подойдет любой, лишь бы был Wi-Fi и браузер. В моем случае смартфон, кстати, вот он. Иногда установленные на смартфоне или ноутбуке VPN и антивирусы препятствуют соединению с компасом, поэтому желательно приостановить их работу на время проведения настроек. Итак, идем в настройки Wi-Fi, находим сеть нашего компаса, подключаемся. Сеть может выдать предупреждение о том, что в этом соединении нет доступа к интернету. Соглашаемся с тем, что мы это знаем, открываем браузер и в адресную строку вводим IP-адрес 192.168.2.1 или доменное имя f.com. Я предпочитаю вводить IP-адрес, так как в некоторых случаях устройство пытается через мобильную сеть опросить DNS-сервер оператора и начинает искать домен в интернете. А с IP-адресом у меня никогда не было никаких проблем с подключением. Хорошо, перед нами страница управления компасом. И традиционно начнем с обновления прошивки. Открываем раздел «Прошивка» и смотрим версию и дату прошивки. Теперь переключаемся снова на интернет, заходим на сайт производителя fixpoint.pro. Внимание, очень много сайтов мошенников. Будьте осторожны. fixpoint.pro.
И на сайте производителя проверяем версию последней прошивки. Если на вашем компасе прошивка устарела, рекомендую установить новую. Для этого скачиваем файл прошивки, снова подключаемся к компасу, выбираем скачанный файл в разделе «Прошивка», нажимаем «Обновить», дожидаемся успешного окончания. Готово. Переходим к настройкам и начнем сразу с коррекции расположения компаса относительно датчика эхолота. И для этого нам понадобится рулетка. Тут и проявляется разница между моделями FixPoint GPS и FixPoint 360. Дело в том, что модель 360 использует GPS-приемник эхолота Lowrance. И поэтому для коррекции замеры производим относительно головного устройства, а не компаса. Отмеряем расстояние в сантиметрах от плавника головного устройства до центра датчика эхолота. А для модели FixPoint GPS производим замеры непосредственно от центра компаса до центра датчика эхолота. Нам потребуется два замера. Теперь в окне настроек открываем вкладку «Источник GPS». Для модели FixPoint 360 выбираем в качестве источника свой эхолот, в нашем случае Lowrance HDS Pro. А у модели FixPoint GPS выбираем GPS плюс GLONASS плюс Galileo, встроенный по умолчанию. Коррекция позиции. Вносим замеры в соответствующие ячейки. Но если датчик установлен слева, то выбираем слева и наоборот. Ну и если датчик по каким-то причинам расположен не на трансе, а на носу лодки, то выбираем вперед. Сохраняем. Проверяем корректность работы. Видим выбранный источник GPS данных и координаты до и после коррекции. Все отлично. Далее, непосредственно на водоеме необходимо откалибровать компас. Кстати, производитель перед отгрузкой всех партий производит подготовку каждого экземпляра, в который входит и предкалибровка, поэтому калибровку в руках нужно производить только в самых тяжелых случаях, когда на судне отсутствует возможность найти место для установки компаса без помех и наводок. В остальных случаях вам потребуется только калибровка непосредственно на водоеме. Для этого во вкладке «Калибровка» выбираем «Калибровка на судне» и, согласно инструкции, двигаясь со скоростью от 7 км в час под углом 2-3 градуса, нарезаем круги, пока не появится надпись об успешном окончании калибровки. Переключатель калибровки станет активным. Это означает, что вы можете отключать коррекцию по результатам калибровки или снова ее включать. Хочу особо отметить, что не нужно пренебрегать калибровкой, так как магнитное поле планеты далеко не однородно. И откалибровав компас на одном водоеме, по прибытии на другой водоем необходимо откалибровать компас повторно. Это позволит в разы увеличить точность. Бывают случаи, когда необходимо подправить положение компаса вручную. Попался криворукий монтажник, косо засверлил отверстие и компас косит на несколько градусов. Или не удалось избежать магнитного поля какого-то элемента в лодке. Вот и косит стрелочка немножко. В общем, во вкладке «Калибровка», пункт «Коррекция компаса» указываем градус отклонения, учитывая направление. То есть при коррекции положения против часовой стрелки указываем отрицательную величину и наоборот. Идем в дополнительные настройки. Тут можно выбрать язык интерфейса. Установить имя Wi-Fi сети компаса, задать пароль, установить ограничения по времени работы Wi-Fi модуля. Желательно это сделать, особенно на лодках с автономным питанием эхолота, так как с активным модулем Wi-Fi компас потребляет в 2 раза больше энергии, чем с выключенным модулем. И переходим к самому вкусному – режим 360. На эхолотах Lowrance имеется функция GOS 360, которая позволяет отрисовывать структуру дна буквально вокруг лодки. Очень занятная вещь. И, как мне кажется, особенно полезна данная функция будет для подледной рыбалки, что в какой-то степени является альтернативой живым сонарам, таким как Active Target и Panoptix. Суть в том, что у эхолота имеется как курс судна, обычно отображается в виде красной линии, и направление, она же ось судна, чаще всего синяя линия. И тут засада.
точность отрисовки структуры дна зависит именно от курса, а эхолот рассчитывает линию курса, исходя из разницы между показаниями GPS-координат во время движения. И чем больше эта разница, тем точнее производится расчет. Очевидно, что на малых скоростях расчет курса максимально неточный. И даже в безветренную погоду, без течения на маленьких скоростях мы можем получить смазы и неточности на структурах, несмотря на то, что лодка движется максимально прямо. Тут на помощь приходит режим 360. Включаем и задаем скорость, ниже которой будет включаться режим. Например, для небольшой паёльной лодки рекомендую поставить 5 км в час. И теперь, когда лодка будет идти со скоростью ниже 5 км в час, режим 360 будет склеивать ось судна с линии курса. Поиграйтесь с этой функцией и обязательно напишите о ваших впечатлениях. Если после просмотра у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в нашей телеграм-группе, ссылку на группу найдете в описании. Так, допустим, по каким-то причинам вы забыли установленный пароль на Wi-Fi сеть компаса, или вы захотели откатить прошивку к прошлой версии, то в мануале описана процедура, как сбросить настройки к заводским или откатить прошивку, но так как это очень редкий случай, то не будем заострять на этом внимание, хронометраж и так уже большой. Оставлю ссылку на мануал в нашей телеграм-группе. И на всякий случай еще раз напомню, что в магазине Александр Ховрина действуют скидки для наших подписчиков. Поэтому подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! А вот сейчас лучше. Да? Все, я могу быть свободным, можно? Давай. Блин, гребаный режиссер, поубивал бы, блин. И ты устала, и ты моя устала тут лежать, да, спать? Она уже заснула. Ты заснула? Ой, блин.